Здравствуйте, друзья! Бесплатная энергия из подземелья. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Дедал – это псевдоним английского ученого Дэвида Джонса. Он в течение многих лет вел колонку Дедала в журнале New Scientist, где делился с читателями журнала своими идеями и изобретениями. Изобретательская фантазия Дедала всегда отталкивалась от научной реальности, и, как это ни странно, примерно 17% изобретений в том или ином виде впоследствии были восприняты всерьез, запатентованы, реализованы, а некоторые, как оказалось, были уже осуществлены прежде. Кое-какие из опубликованных в журнале идей Дедала были продемонстрированы на практике в телевизионных научно-популярных передачах. Подземные кладовые электричества. Гомополярная теория земного магнетизма утверждает, что в конвекционных потоках расплавленного железа, движущихся в ядре Земли под действием магнитного поля планеты, возникает электрический ток, который в свою очередь поддерживает это поле. Дедал видит в существовании этих токов ключ к решению энергетической проблемы. Нужно только опустить электроды настолько глубоко, чтобы подключиться к глубинным токам. Глубина обычного бурения ограничена несколькими километрами. Дедал, однако, вспоминает, что скальные породы в действительности пластичны, и земной шар пребывает в гидростатическом равновесии. Именно поэтому подземные месторождения нефти находятся под давлением, и чтобы скомпенсировать его, нефтедобытчикам приходится закачивать в скважины тяжелый глинистый раствор. Допустим, как говорит Дедал, мы заполним 10-километровую скважину не глинистым раствором, а гораздо более плотной жидкостью, скажем, ртутью. Гидростатическое давление на дне скважины составит около 13 тысяч атмосфер, то есть намного превысит давление в окружающей породе. Порода начнет понемногу, а возможно и довольно быстро поддаваться, поскольку температура на такой глубине может превышать 400 градусов Цельсия. Ртуть станет пробиваться вниз, и если ее непрерывно подливать сверху, то процесс пойдет со все возрастающей скоростью. Любое твердое тело при достаточно высокой температуре становится проводником электричества за счет теплового возбуждения электронов. Это дает Дедалу основание надеяться, что ртутный бур-электрод уже через несколько десятков километров достигнет динамо-токов, и не понадобится бурить на 1000 километров вглубь Земли, чтобы достичь собственно жидкого ядра. Кроме того, по мере углубления во все более горячие слои, ртуть можно заменить менее дорогостоящими и более тугоплавкими сплавами, от сплава вуда до расплавленного железа. Чтобы создать наибольшую возможную разность потенциалов, Дедал намерен подключиться к подземным токам в нескольких точках, имеющих разную полярность. Вполне вероятно, что разность потенциалов не превысит 1000 вольт. Однако внутреннее сопротивление Земли, по-видимому, настолько мало, что можно будет отбирать токи в миллиарды ампер, не опасаясь замкнуть Землю накоротко. Новый источник энергии разрешит все энергетические проблемы, стоящие перед человечеством, не создавая угрозы окружающей среде. Но одобрят ли этот проект члены общества друзей природы? Посмотрите на схему, которую предлагает Дедал. 1. Чтобы извлечь из лавы тяжелые металлы, на ее выходящий из недр поток набрызгивается расплавленный металл, например, железо. 2. Электрод из расплавленного железа служит токосъемником, а также используется для извлечения ионов металлов из лавы. 3. Мусор сбрасывается в нисходящий поток лавы. 4. Газоотвод. В лаве могут содержаться полезные газы, например, метан. Недавно Дедал обнародовал свой проект бурения на глубину, где протекают электрические токи, поддерживающие магнитное поле Земли. Это позволит, как считает Дедал, получать дешевое электричество через токосъемники из расплавленного металла. Теперь Дедал замечает, что отводимый от подземной динамо-машины ток
может раскалить металлические колонны и электроды до очень высоких температур. Когда же они раскалятся настолько, что окружающая расплавленная порода сама станет хорошим проводником электричества, надобность в электродах отпадет. Саморазогревающаяся токонесущая колонна, раскаленная до бела, подобно свече Нернста, соединит земные недра с поверхностью. Получится что-то вроде укрощенного электрического вулкана, или, как называет его Дедал, электран. Через него к поверхности будет поступать огромное количество тепла, как за счет электричества нагревания тока вводящей колонны, так и за счет конвекции раскаленной магмы к поверхности Земли. Выходящие на поверхность глубинные породы окажутся чрезвычайно интересными для геологов, а также будут иметь огромное значение для экономики, поскольку Дедал предполагает, что за прошедшие геологические эпохи более тяжелые элементы, такие как золото, платина, палладий и так далее, опустились глубоко в земные недра. Нисходящие конвективные потоки расплавленной породы могут использоваться для захоронения всевозможных отходов, включая радиоактивные и канцерогенные вещества. Благодаря действию пьезоэлектрических эффектов в перенапряженных раскаленных породах сейсмические скрипы и стоны планеты должны передаваться в проводящие слои. Возникающий при этом электрический ток будет усиливаться под воздействием того же гомополярного механизма, который поддерживает глобальные электрические токи и геомагнитное поле. Анализ электрических шумов, прослушиваемых с помощью электрана, даст важную геофизическую информацию. Можно будет, к примеру, предсказать или даже предотвращать землетрясения, подавая на электран напряжение на резонансной частоте, которое, будучи усилено действием гомополярного механизма, вызовет резонансное электростанционное разрушение перенапряженных пород. Аналогично, телеграфные сигналы, поданные на один электран, будут приняты другими по всему миру. Более того, возможно, они вызовут модуляцию магнитного поля Земли, так что для их приема понадобится всего-навсего обычный компас. Во что только превратят эти фантазии Дедала нашу несчастную планету? Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.